Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Дисти Леша. Сегодня я не один, со мной сегодня мой подписчик Игорь. Игорь, привет. Приветствую. Спасибо, что пришел. Рад, что пригласил. Я открываю новую серию выпусков, которую я назвал «Была ли трава зеленее?». Некоторые из вас наверняка озадачивались этим вопросом. Кто-то наверняка имеет в коллекции бутылку старого релиза и сравнивал с теми бутылками, с тем релизом, который продается сегодня в магазинах. Для себя этот ответ уже получил. Я решил сделать комплексный анализ и продегустировать 6 разных скотчей из 6 разных винокурен Шотландии. Сегодня с нами два региона. Это регион Острова в лице винокурни Талискер и релиз Талискер 10 лет, а также регион Speyside в лице винокурни Стратайла и Стратайла 12 лет выдержки. Стоит упомянуть о чистоте эксперимента. Как вы видите, первая часть – это то, что мы дегустируем вдвоем. То есть мы имеем два мнения сегодня, мое и Игоря. И опять же, дегустировать такие бутылки открывать не хотелось бы в одно лицо. Второй момент – мы будем открывать бутылки вместе с вами. Разливать мы будем в чистую посуду. Разливать будем приблизительно одинаковые порции по 25 мл. Дегустировать мы будем вслепую. То есть мы не будем знать, в каком бокале у нас находится какой год. Ставить оценки, анализировать будем не сообща. То есть мы не будем переговариваться и сделаем выводы только в конце. Поставим оценки и решим, была ли трава зеленее. Стоит отметить, что мы находимся в винотеке Сомелье, которая находится в пригороде Оренбурга, поселок Расташи. В винотеке большой выбор как вин, так и крепких алкогольных напитков. Стоит отметить особенно виноградные дистилляты, это коньяки, арманьяки, граппа, безусловно, ром и виски тоже в ассортименте наличествует. Заходите, ссылка на магазин в описании. Итак, Перно Рикар против Диажео. Перед нами Стратайла, начнем с нее, недымный релиз, 12-летний виски. Здесь у нас бутылка 2012 года, 25 января розлива. И вторая бутылка 2018 года, конкретно дата нигде не указана. Обе бутылки уже невозможно найти в магазинах. В 2018 году Перно Рикар перестал выпускать вообще 12-летний релиз. Вся Стратайла теперь идет на бленды. В основном это Chivas Regal. Давайте начнем. Вообще, конечно, бутылка такая памятная для меня, потому что крайний раз я покупал ее именно в Оренбурге. Еще в магазине «Карусель» она продавалась, как ни странно. Вернулась на родину. Вернулась на родину. И тогда мне этот релиз показался очень, и сам виски показался очень интересным. Традиционный чпок. Приблизительно по 25 мл. Что мы знаем о винокурне Стратайла? То, что она открыта в 1786 году. Это старейшая винокурня в Speyside и самая красивая, как считается. Неофициально, конечно же. Не бывал на ней? Нет, не бывал. Кстати, спирты разливаются не на самой Стратайле, а на соседней винокурне Гленкит. Через дорогу проведен спиртопровод. Так, открываем 18-й год. Про акведуки слышал. Спиртопровода нет. Вообще 18-й год еще где-то можно приобрести, так что если увидите, берите. Эти бутылки больше не выпускаются. Приблизительная дата выпуска следующих таких бутылок неизвестна. Отличие между этими двумя релизами, которые я смог найти по каким-то данным в интернете, заключается в том, что вот этот релиз дистиллировался во времена, когда Chivas Brothers еще не приобрели Перно Рикар, то есть поменялось руководство, может быть, поменялись какие-то технологии, там, карты, обрезки спиртов, а может быть и нет. То есть однозначно нельзя сказать. Эксперимент покажет. Да, а эта Стратайла дистиллировалась уже при современном руководстве, при Перно Рикар. Ну что, мы приступаем к дегустации. На 30 минут нас нет. Не пытайся на меня повлиять. Не.
Так, мешаем. Ты свои, я свои? Или поменяемся? Ну, Да нет, мы знаешь- тогда можем одного релиза получить их обратно и все. Слушай, ну И я, вот найти уже, еще разницу. я уже не знаю, где какой. Я тоже, честно говоря. Ну давай, рассказывай. Ну что, мне, во-первых, показалось, что виски, конечно, совершенно разные. И на аромат, и на вкус. Объединяет их профиль Спейсайда. Угу. Но если бы мне сказали, что это виски из одной виски-курни, я бы удивился. Что можно сказать по первому бокалу? Сливочность, карамельность, лимонад крем-сода, фруктовость, особенно красные яблоки, сладкие красные яблоки. Затем чувствуется мед, немножечко свежая малина. Все очень тепло, ровно, приятно, довольно ванильно, на мой взгляд. Вот. Вкус, в общем-то, повторяет ароматический профиль. Сладко, ванильно, переспелые фрукты, персики, яблоки, груши. Немножко переспелого красного апельсина. Достаточно много кондитерских специй. Есть ваниль, есть корица. На послевкусие остается тот же лимонад крем-сода с тонинностью бочки. Угу. Вот. И вкус, такой специфический привкус раскушенной яблочной косточки. Что-то вот такая горечь похожая. Это что касается первого образца. Второй образец сразу бросается в Ну нос. давай сразу оценку, да? Да, Первому оценка. образцу. Оценка, значит, дал я ему за аромат 21, 21 же за вкус, 20 за послевкусие, 20 за баланс. Общая оценка 82. Так, вот. Если так. по общепринятой системе оценок. Угу. Да. У Игоря есть своя система оценок, Да, у меня есть, 10-бальная. почерпнул я ее от своих учителей. Это виски Holiday, виски Драм. Но общепринятая оценка, будем ее стараться придерживаться, 82 балла. Что касается второго релиза, на мой взгляд, он совершенно отличный. Первое, что бросается в нос, это нотки некой лежалости. Лежалое сено, лежалая трава, палая листва. И весь характерный спейс, фруктовость, медовость, сливочность, это уже идет далеко вторым планом. Чуть-чуть среди этой лежалости пробивается нотка ацетона, как мне показалось. То есть такой офф-ноут, как бы, да? Да, в отличие от образца off-note. номер 1. Да, вот общепринято можно сказать, что это off-note, но здесь они столь грамотно вплетены в общую картину, и они не портят, они даже как-то украшают. Если есть виски, где эти нотки неприятны, здесь они даже в плюс скорее, чем в минус. Вот. Во всяком случае, они здорово оживляют картину, делают ее более ярче. На мой взгляд, он такой же сладкий, если не слаще, гораздо перечнее на вкус. Есть какая-то имбирность, такая острота. В общем, гораздо богаче, глубже. Кондитерские специи здесь выражены не столь ярко, они как-то на заднем плане. Но на переднем я еще раз хочу сказать, что это вот лежалое сено, листва, поэтому он, конечно, здорово не похож на первый образец. Не столь лимонадно, не столь ванильно. Послевкусие похоже, но гораздо перечнее. Есть вот эта вот имбирная составляющая, которая задерживается на языке. Вот. По поводу оценки, она выше. За аромат я ставлю 22, за вкус ставлю 22, за послевкусие 21 и 20 за баланс, общая оценка 85. Пить приятнее, может быть, и легче. То есть тебе понравился? Первый образец. Ага. Он более питок. Он более легок, более питок, но более прост. Второй образец гораздо сложнее, не столь, может быть, легко заходит, но здесь он более интересен. 85. Понял. Такое мое впечатление. Поехали мое. Значит, первый образец. Вообще, я хочу сказать, что оба образца очень похожи по профилю, на мой взгляд. Первый образец, и оба коррелируют, так скажем, сливочным действительно профилем. Первый образец у нас пестрит красным яблоком, таким красным яблочком.
Лимонадик ситро мне показалось такой вот. Груша немного есть. Он очень фруктовый, элегантный, менее насыщенный, чем второй. И есть какая легкая бражность. Вот мне так показалось, уловил чего-то такое бражное. Вкус, дубовая горечь на первый план идет. Дальше идет фруктовая сладость, такая фруктовая тарелка, курага, сливочность. Ну, вкус я бы не сказал, что богатый, такой довольно простой. Аромат посильнее вот здесь будет, мне кажется. Но его немного убивает бражность. Послевкусие тонинное, довольно задубленное, я бы так сказал. Есть некий перевес дубовой бочки. Оценку я поставил 83,5, ну, округляем до 84. Второй образец, как мне показалось, ну, сливочность, понятно, фруктовая сладость, безусловно, то же самое яблочко. Но здесь, по-моему, вот как мне показалось, у меня в аромате, знаешь, что мне показалось? Сернистость какая-то. Вот такая вот. Возможно. А у тебя, по-моему, Я было... это выразил как лежалая трава, Вот. опалая листва. Вот, ты сказал... Вот это вот сено ли подлежавшее такое, да, вот. Вот ты сказал сено, трава, а у меня... Аромат это, лежалости у меня какой-то. это сернистость. И я причем обожаю именно вот сернистые виски, которые говорят о том, что спирты такие более тяжелые, знаешь, вот когда сернистость есть. Вот, значит, по аромату мне, конечно, показался более насыщенным, более ярким, чем первый образец. Еще такой запах, знаешь, подвала с бочками вот, крепкого алкоголя. Или, может быть, запах магазина алкогольного, такого, может быть, какого-то ресторана такого. Знаешь, заходишь, бывает какой-то вот ресторан. Что-то застоявшееся. Что-то такое, да, вот есть. По вкусу сладко-горький, то есть если здесь он был горький и больше горький, то здесь сладость на первом плане. Кислинка красной такой сливы, мне она очень понравилась, тонинность. И какая-то есть уже сложность у второго образца. Послевкусие более сглаженное, чем у первого образца, то есть нет такой сильной тонинности и менее такой вяжущее, что ли. И есть такая сладковато-фруктовая тоже нотка в послевкусии. За этот образец, второй номер, я поставил оценку выше, 86 баллов. У нас как-то с тобой совпало, да, и первый, и второй. Первый ниже, чем второй. Ну что, скрываем карты? Я думаю, что уже примерно все ясно. Ох, скрываем. Не знаю, вдруг все будет наоборот. Давай посмотрим. Давай, что у тебя? Значит, у меня первый образец 2018 год. 2018 у меня год. это без сомнения. Держи. Ну, понятно. Ну, Второй, понятно, значит, что это более старый 2012. релиз. То есть трава была зеленее. Она была другой. Поздравляю, коллега. Она была другой. Она была точно другой. По глубине, по насыщенности, по богатству, конечно, выигрывает старый релиз. Да, крепость 40 градусов, забыл сказать. Бочки, я не смотрел, какие бочки, вроде как бурбон должен быть. Но херес здесь чувствуется. Такое ощущение, да, что что-то есть есть, херес, да, это потому не что столь просто, как для есть простого какая-то бурбона. курага, вот есть что-то такое. И винность какая-то небольшая есть. Видимо, херес присутствовал. Причем вот эта бутылка стоила там какие-то копейки, я помню, в карусели. Сейчас я ее оцениваю 86 баллов. Прекрасный виски вообще. Прям Прекрасный, согласен. полочный такой. Согласен. На полочку такой. Жаль, что не выпускается в виде сингл-молтов. Да, да. Так, переходим к Талискеру. С дрожью в коленках. Ох, надо сказать, что вот эта бутылочка далась мне нелегко. Это бутылка 2007 года розлива. А вот эта бутылка 2020 года розлива. Производитель Diageo. История, кстати говоря, похожая в этих двух релизах тем, что вот этот 10-й год дистиллировался во времена, когда Diageo преобразовалась в Diageo, то есть United Distillers превращалась в Diageo, то есть опять же были какие-то наверняка перестановки в управлении. И, как говорит Василий Грибовский, бренд-амбассадор Diageo, была какая-то замена оборудования на предприятии. Какая, он не знает, в интернете тоже источников никаких концов я не нашел. Скорее всего, вот этот релиз дистиллировался еще на каком-то старом оборудовании. В целом здесь из интересного можно отметить использование змеевика, охладителя, то есть на старофайле охладитель кожухотрубный конденсатор, то есть охлаждаются спирты трубочками, а здесь охлаждается вот такой вот, как в самогонном аппарате, знаешь, спиралька, так и здесь. А новый релиз уже дистиллировался при
современном Диагео и дистиллировался, и разливался. Кстати, какого-то яркого такого вот торфяного аромата я пока не ощутил. Да, да, пока ничего нет такого. Так, открываем 2020 год. Что еще можно сказать? 2,6 миллионов спиртов в год. Стратайла 2,4, кстати, похожий объем производства. Этот молот входит в Квейх, так называемый Classic Malt of Scotland, куда входит 6 молотов, которые, по мнению United Distillers, отображают видовое и региональное разнообразие скотча в Шотландии. 6 регионов, в которые не входил Кэмпбеллтаун, потому что Диагео в Кэмпбеллтауне не имеет винокурни. В 1988 году появился этот Classic Malts of Scotland. В него вошел Талискер 10. Лаговулин 16 там еще был. Далвини 15 лет. Гленкинчи 12 лет. Как ты думаешь, что еще? Оубан. Обан 14 лет, конечно. Чего еще не хватает? По-моему, все перечислили. Крэгенмо. Крэгенмо, да. Кстати, пробочка, сразу скажу. Там натуральная, здесь прессованная кружка. А, да? Да, кстати. Действительно. В этом трава зеленее была. Пробка на пробковых дубах еще не была прессованной. Да и вообще бутылка и коробка поинтереснее вот у старого релиза. Так, наклеил ты? Все Так, наклеил. Наклеил, но надо подписать. Все, я просто про года. Да, года наклеены. Так, ну и теперь мешаем. Русское лото, блин. Все, теперь я уже точно не знаю, где какой. Ну все, мы удаляемся на дегустирование. Через 30 минут вернемся с результатами. Так, мы готовы. Я расскажу первым. В тот раз рассказывал Игорь. Образец номер 1. Опять же, что здесь показалось мне схожим по профилю? То, что вот для меня Талискер это какая-то именно история в послевкусии. То есть торфянистость и дымность как таковая, она больше в каком-то ретроназальном выхлопе, как мне кажется. То есть ярко торфянистость и дымность я не ощущаю в Талискере, но она есть. Образец номер 1. Аромат более утонченный, чем образец номер 2. Немного сена. Сначала цветочно-фруктовая палитра, затем дымок, торфянистость. И сам по себе аромат очень яркий и просит водички, в отличие от образца номер 2. Образец номер 1. Вкус. Фруктовая палитра, соль, морская соль. Вот эта соленость, несмотря на то, что Талискер не made by the sea, как они пишут, все-таки солод идет из винокурни Гленорд с Майнленда. Бочки, основная часть выдерживается тоже на Майнленде, только рефильные бурбонные бочки выдерживаются на острове Скай. Но вот эта соль в Талискере, она почему-то действительно есть. Кстати, крепость у нас 45,8, и тот, и другой Талискер. С самого момента появления Квейха Classic Malts of Scotland она была 45,8. Бочки из-под бурбона. Значит, дальше вкус. Опять вернемся ко вкусу. Образца номер 1. Фруктовая палитра. Соль, такая приятная вяжущесть, тонинность, цитрусы, кремовость. Вот это sweet and sour, которое часто говорят, вот в виски есть, да, вот здесь вот кремовость тоже выражена. И уже на каком-то там последнем плане торфянистость, уже переходящая в послевкусие. Послевкусие приятное, сладкое, вяжущее и торфянистое. Вот именно здесь торфянистость и дымок я ощутил. Оценка 87. Причем провальным в этом виске я считаю именно послевкусие. Образец номер 2. Запах сразу же ударила более резкая и такая спиртуозность. То есть первое, что мне вот ударило в нос, это большая грубость и спиртуозность, вот так скажем. На порядок, причем выше, чем образец номер 1. Горелая трава, ну и какие-то, может быть, уже на втором, на третьем плане цветочно-фруктовая история. Вкус, торфянистость, вот здесь уже торфянистость проявилась, фруктовая сладость, небольшая бражная кислинка, очень мало выраженная сливочность, может быть соль, но я бы соль больше вот все-таки к образцу номер 1 отнес. Немножечко угольков, немножечко фенольности, но в любом случае вкус более грубый, но все-таки цветочно-фруктовый, вот как по бурбонному профилю положено, присутствует цветочно-фруктовость.
Послевкусие зеленое яблоко, тонинность и та же самая торфянистость. У образца номер 2 провальным я считаю аромат. Он прям грубый, спиртуозный и сложно что-то вообще отфильтровать по этому аромату. Оценка 83,5, но опять округлю, как и Stratile, до 84. Хотя, может быть, и до 83 можно было округлить. Все, у меня все. Игорь. И я хочу сказать, что, конечно, в отличие от первой дегустации Stratile, этот виски очень похож. Оба образца очень похожи, они очень узнаваемы. Профиль Талистера сложно с чем-то перепутать. Первый образец на аромате йод водорослей, очень яркий, дегтярная кожа. Вторым планом идет мед, копченый чернослив, фрукты, сливочность. Достаточно яркий, комплексный, узнаваемый аромат Талистера. Кстати, вот йод, прости, перебью, йод водорослей, кстати, вот в пустом вискариуме хорошо ощущается. Действительно, я прошу прощения, водоросли действительно есть, да. За что и можно любить Талистер, это вот за его совершенно особое лицо, где действительно, откуда уж там море берется, но оно там есть. Это точно. Какой-то морской бриз, да, морской бриз присутствует вот с этим ароматом выброшенных на берег водорослей, каких-то дегтярных канатов, чего-то кожи какой-то с дегтем. Вот. И все это потом переходит в мед, во фрукты, вот, как будто эту пресловутую ложку дегтя чуть-чуть добавили в бочку меда. Вот такой вот дегтярный мед. Сливочность, чуть-чуть какого-то апельсина. Вкус комплексный, гладкий. Повторяет аромат, те же самые фрукты, которые приправлены дегтем, те же водоросли, кожа, богато. Второй образец, конечно, здорово отличается, хотя по большому счету они узнаваемы. Здесь первое, что мне бросилось в нос, это бражность. Бражность и дрожжевые ноты. По ароматике. По ароматике, именно по ароматике. Все остальное, что перечислено в первом, оно тоже есть, но оно уходит на второй план, и первая вот эта вот бражность, она перебивает все остальное. Поэтому по ароматике, конечно, первый выигрывает, второго точно. На вкус, вот второй релиз, его вкусовой профиль, он не столь грубый, там не столь чувствуется бражность и спиритуозность, вот это вот дрожжевые ноты. Нормально относительно носа. Вот, поставил я, значит, ему достаточно неплохой балл. Отмечаю, что он солонее на вкус, чем первый релиз. Перечнее, гораздо перечнее, поярче, подегтярнее. Вот. И поэтому балл ему за вкус, конечно, выше. Послевкусие у обоих релизов примерно одинаковое. И одинаковая примерно общая, так скажем, общая оценка в виде баланса. Второй релиз, конечно, проигрывает первому по носу. Однозначно. Нос, не скажу, что приятный. Вот эта бражность, она, конечно, портит многое. Оценка. Первый релиз 86 баллов, второй релиз 88. Это удивительно, учитывая его ароматическую несостоятельность. Но вкус, послевкусие и баланс искупают ароматический недостаток. Поэтому первому я поставил 86, второму 88. То есть первый, получается, у тебя образец был более грубый, да, на аромат? Нет, на аромат он, наоборот, более мягкий. Более мягкий. Более мягкий. Первый Второй образец был более грубый, но он искупает во вкусе, послевкусии, и в балансе, в богатстве, в общей комплексности. Слушай, интересно, интересно. Вот. Поэтому... Ведь вполне может быть тот, который провальный на аромат, он может быть и оценка у тебя на него выше, да? Выше, да, в результате, да. Он может оказаться свежим релизом. В результате получилось что? Что тот, который беднее на аромат и грубее, и неприятнее, по вкусу, по послевкусию, по балансу, он в общей оценке выигрывает. Вот. Пить может быть приятнее первый релиз, вот, но второй релиз оставляет больше воспоминаний. И как-то вот больше комплексности. Интересно. Может быть, какая-то вот дымность больше тебе в нем нравится? Он более дымный, ты считаешь? Он более богатый и в плане перечности, и в плане фруктовой медовности и дегтярности. Я не вижу здесь особого дыма. Здесь вот больше деготь. Деготь и кожа. И йод. Деготь, йод и кожа. Вот мне показалось так. Как интересно, слушай. Ну, перед тем, как вскрыть карты,
Давайте я зачитаю комментарий Василия Грибовского, бренд-амбассадора компании Diageo в России, который ответил мне на вопрос, как он считает, была ли трава зеленее в Талискере 10. Вот что он мне ответил. Почему-то многие говорят, что меняется напиток, а не их восприятие этого напитка. Видишь, как интересно. Может быть, дело в этом? Я не видел ни одного аргументированного мнения, только высказывание, что Талискер уже или любой другой уже не тот. А в тех случаях, когда доводилось вслепую сравнивать старые и новые релизы, Талискер, Лаговулин, Green Label, новички оказывались иногда даже выше по оценкам. Вот, кстати, вот этот вот комментарий, может быть, здесь-то как раз Будет таки интересно, да, имеет посмотреть, место кто быть. из них новичок, кто старичок. Вот. Ну давай, вскрываем карты. Звучит барабанная дробь. Итак, номер 1. Номер 1. Это у нас 2007 год. это старый релиз. Старый релиз. Старый релиз, ребята. 2020 год. Это образец номер 2. Это новый релиз. Вон как сказал правильно. Так, а теперь мой. Образец номер 2. Это 2007 год. И он получил И он получил 84 балла. Образец номер 1. Мы ничего не перепутали, слушай. Получил 87 баллов, 2020 год. Ничего себе. Выцвела трава, получается, с тех лет. Слушай, Ну я вот, в шоке. факт остается ты говорил, фактом. да мы Факт щас тут остается сядем. фактом. Ничего себе, вот это интересно. Безусловно, один и тот же напиток по своему профилю, но все-таки отличается здорово. Так что, господа хорошие, покупайте 20 год. 20 год вкуснее, чем, по крайней мере, 7. Так, Леш, у тебя какой был? 84, У да? меня 86? за 20 год 87 баллов, 88? а за 2007 84 балла. 86. Ну, тоже, в общем и целом оценки совпали. Ну, их разница, да, то есть одна выше, другая ниже, и по релизам то же самое. Слушай, По спасибо. местам на пьедестале. Спасибо тебе большое, что поучаствовал в этом эксперименте. Надеюсь, тебе было интересно. Леш, было очень интересно. Я считаю, это очень правильная Это тактика. шокирующий результат, Слепая по-моему. дегустация – это единственная правильная тактика, когда на тебя не давят никакие обложки, никакие надписи на бутылках, никакие цифры. Это единственная правильная такая вещь. Поэтому спасибо, что позвал. Было очень интересно. С тобой очень интересно дегустировать. И зрителям спасибо, ждем их откликов. Да, так, значит, что, давайте подытожим. Трава бывает зеленая, а бывает и не зеленая. Все зависит от разных факторов, видимо. От чего здесь зависит, решать вам. Заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для любителей, ценителей, коллекционеров крепкого алкоголя, выдержанного крепкого алкоголя. Ссылка на сайт в описании, магазин Dram of Spirit. Следующие релизы, которые будут дегустироваться пока под тайной завесы, никто пока не знает и не узнает. Смотрите следующие выпуски. Возможно, будет еще продолжение после этих 3 выпусков, потому что есть еще идеи на другие релизы. То есть будет 3 основных выпуска по 6 регионам, и возможно, еще будет продолжение, потому что я думаю, что тема интересная. Тема очень интересная. И есть какие еще релизы, так скажем, есть задумки, что подегустировать. Если будут идеи, кстати говоря, пишите в комментариях, какие релизы можно посравнивать. И в конце этих 3 выпусков еще будет возможность получить сет образцов «Была ли трава зеленее?». Это 6 релизов, но об этом в 3-м выпуске. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока!